Прежде всего вспомните и проанализируйте события, предшествующие заболеванию. Инкубационный период ветрянки длится до 21 дня. Если ребенок посещает детский садик и там хотя бы один случай заболевания ветряной оспой, есть большая вероятность того, что это инфекция. Ее можно было подхватить во время игры во дворе с другими детьми, и даже если кто-то болен в соседней квартире. Если же подозрительных контактов не было, подумайте об аллергенах. Ими могут быть пищевые продукты, шоколад, орехи, помидоры, разные фрукты, молоко и другие. Вероятно, появление аллергической реакции в виде сыпи также после приема неподходящих лекарственных средств. Постарайтесь вспомнить, может быть, сыпь уже и была раньше, но незначительная. Уберите из меню ребенка сомнительные продукты, а из его окружения пыль, домашних животных, цветы. Дайте ему какой-нибудь антигистаминный препарат. Если причиной высыпания является аллергия, ее симптомы должны уменьшиться, сыпь не должна распространяться. На развитие ветрянки эти меры не повлияют. Обратите внимание на характер сыпи, ее локализацию и проявление. Ветрянка может начаться с одного прыщика, но затем высыпание начинается по всему телу. Прыщики могут быть похожи сначала на укус комара, затем в центре появляются бугорки. Следующая стадия наполнения бугорков жидкостью. Затем прыщики лопаются, а это место покрывается коркой. Сыпь при аллергии сразу множественна и не одинаково по размеру. При ветрянке новые очаги высыпаний появляются волнообразно. Кроме того, новые высыпания по размеру меньше старых. На одном и том же участке кожи могут быть как новообразованные прыщики с пузырьками, так и уже подсыхающие корочки. При аллергическом дерматите новые прыщики, наоборот, по размеру больше старых, а старые не проходят, а увеличиваются, могут быть влажными и трескаться. Прыщики ветряной оспы могут появляться даже на слизистых оболочках и на конъюнктиве глаз. Аллергической сыпи там не бывает. Если причиной сыпи является инфекция, то, как правило, можно заметить также и другие ее проявления. Это озноб, повышение температуры, кашель, насморк, боль в горле или животе, рвота и другие. А сама сыпь может вообще появиться не сразу, а на второй или третий день после этих симптомов. Аллергическая сыпь появляется после контакта человека с аллергеном практически внезапно и может сопровождаться поражением верхних дыхательных путей, покраснением глаз и слезоточением, болью в суставах, диареей и расстройствами желудка. Но все же диагностику заболевания предоставьте специалисту.